Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я по многочисленным просьбам делаю обзор крупных насадок, из которых сразу получаются вот такие великолепные диковинные цветы. И как их делать, какой крем я для этого буду брать. Сегодня я показываю крем буквально из 2 ингредиентов на масляной основе, с которым справится даже ребенок. И получаются сразу вот такие объемные, пышные, шикарные цветы. Итак, крем мы будем делать на масле и на сахарной пудре. Получается буквально у всех, и работать им можно сразу и любыми насадками. Сегодня по многочисленным просьбам, как я уже сказала, я делаю обзор вот таких крупных насадок. Это насадки в России, они называются насадка тюльпан, на Западе же они называются русские насадки. Итак, здесь эти насадки у меня 2,5 сантиметра на выходе, как они у всех, в принципе, есть чуть поменьше, но вот у меня самые большие они сегодня. И 3,5 сантиметра у основания и 4 сантиметра в длину. Такие насадки, то есть стандартная насадка тюльпан, и от них уже производные узоры вот такие. Сейчас я хочу разобраться, и многие меня спрашивают, подходят ли они для белкового крема, какие подходят для белкового крема, какие вообще не подходят для белкового крема. В данном видео я хочу это все вам объяснить, уже из моего собственного опыта поделиться с вами этой информацией. Вот это насадка тюльпан, основная, классическая, которой мы всегда пользуемся. На моем канале есть видео по тюльпану. Вот это уже более такой декоративный идет. Это тоже мы можем отнести к тюльпанам, то есть здесь как типа розы, но все равно по типу тюльпана оно отсаживается. Вот эти 4 вида мы этим можем смело пользоваться для белкового крема. Вот эти 6 видов, и у них есть еще многочисленные производные именно от этой насадки, от этих насадок, здесь для белкового крема я их брать не советую, потому что получаться у нас будут обычные закрытые звездочки. Все это будет обычный совершенно рисунок из них выходить. Здесь вот такой огромный у меня есть переходник для этих насадок. То есть передается он, как правило, в кондитерских магазинах и на Алиэкспрессе. Но смотрите, 8 сантиметров аж вся эта конструкция выходит. То есть нам нужно крема запастись для такого переходника. Сразу аж 8 сантиметров крема и плюс еще заполнить его, весь этот переходник. И поэтому здесь нужно подумать, стоит ли вообще мне такой переходник, допустим, приобретать для масляного крема. Да? То есть переходник нужен, по сути, я считаю, больше, конечно, для белкового крема, потому что он более бюджетный. Итак, с этими насадками, с тюльпанами нам все понятно. Сейчас будем пробовать другие вот эти 6 насадок. Здесь у меня крем, 250 грамм масла и 500 грамм сахарной пудры. В принципе, это одна из вариаций американского масляного крема на сахарной пудре. Масло мы взбиваем сейчас до такой устойчивой белой пышности. Минуты 3 точно я взбиваю обычным ручным миксером маломощным. Вот до такой пышности взбиваем. И сейчас вводим туда уже всю сахарную пудру и взбиваем до опять пышности. Все вот эти 500 грамм. Видите, у нас побелеет вся эта масса, также однородная она будет, но сахарная пудра здесь чувствуется, конечно, во вкусе. На вкус она как глазурь такая, как помадка. Крем, видите, устойчивый, плотный такой, но он не глянцевый, он такой бархатистый как бы крем. Он очень нравится детям на вкус. И этот вариант именно вот этого крема масла с сахарной пудрой, на который берем 1/3 сливочного масла и 2/3 пудры. Это считается жароустойчивый крем. По сути, еще раз повторяю, это одна из разновидностей американского масляного крема на сахарной пудре. Вот такой давайте первый с вами попробуем цветочек. Здесь у нас получаются очень рельефные, красивые цветочки, видите? Здесь будем пробовать вот такой желтенький цветочек сделать. Жирорастворимым красителем я окрашивала крем. Видите, уже получается очень рельефные красивые цветочки. Из белкового крема даже пытаться бесполезно. Сколько раз я не пробовала, все равно получается смазанный этот рисунок. Буквально после пары цветочков уже ничего не получается. Поэтому я никогда не беру такие насадки для белкового крема.
Вот такие вот объемные рельефные цветы у нас получаются. И буквально справится даже новичок. Теперь я окрасила обычным гелевым красителем. На мое удивление, окрашивается гелевым красителем этот крем превосходно. Здесь у меня немецкий гелевый краситель. Очень хорошо окрашивает. И вот такую сейчас насадку с вами попробуем, как бы типа розочки такой. Белковым кремом тоже ей работаем, но вот сейчас попробую из этого крема. Получаются они превосходно. Получается сразу, рельеф получается очень красивый. Конечно, немножко он потяжелее, этот крем, и поэтому высокие более вот эти розочки, их нужно очень аккуратно так вот отсаживать. Видите, лепестки могут немножко отгибаться в сторону. Они, в принципе, из белкового бывает отгибаются. Вот, но держит превосходно форму, и этот крем жароустойчивый. Это очень проблемная насадка, вот этот цветочек. Никогда он не получается из белкового крема. Давайте посмотрим, как он получится из этого масляного крема на сахарной пудре. Получается он замечательно, держит форму замечательно. И получается даже все вот эти тоненькие рельефы у этого цветочка будет видно. Давить ни в коем случае не нужно. Сейчас вот на этих цветочках я давила посильнее, и они получаются более смазанными. Такие же насадки есть в виде снежинок, листиков, даже вот таких вот подарков под елочку. В виде елочек сейчас очень актуально. То есть все это вот этим масляным кремом очень хорошо отсаживается. Даже мировой производитель насадок и красителей фирма Wilton рекомендует всегда у себя на странице именно рецепты вот такого крема для этих насадок на масле и сахарной пудре. То есть вот видите, насколько тонкий и изящный получается узор. Там, где сильнее давила, там они получились более расплывчатые. А вот эти слева цветочки получаются великолепные. Теперь попробуем. Это опять же я окрашивала немецким гелевым красителем. Здесь я взяла вот такую насадочку Василек. И здесь я уже беру английский краситель от фирмы Rainbow Dust. Тоже гелевый, водорастворимый краситель. Очень хорошо отсаживается и очень хорошо окрашивается. Я была приятно удивлена, что этот крем так хорошо окрашивается обычными водорастворимыми красителями. Сколько раз я пробовала сделать это из белкового крема, именно вот этот Василек с 4 лепестками, у меня ничего не получалось. То есть получается просто обычная звездочка. Она до какого-то, буквально до третьего цветочка еще более или менее что-то выходит, потом насадка начинает засоряться. И вот это очень проблемная насадка солнышко. Смотрите, какие тонкие у нее прорези. Из белкового бесполезно пытаться. Получается обычная закрытая звездочка. Но здесь хочется именно, чтобы были эти лучики. Здесь у меня тоже водорастворимый гелевый английский краситель от фирмы Rainbow Dust. И пробую из нее сделать именно вот из этой насадки сейчас солнышко. Получается очень красиво. Тонкие вот эти лучики все получаются великолепно. То есть отсадить, украсить капкейки можно, также домашний тортик. И не только домашний тортик, вполне можно и цветочную композицию для тех, кто вообще не умеет работать ни с какими насадками. В конце видео также покажу вам, как делается роза. Превосходно держит форму. И этим же кремом можно выровнять торт и нанести такой сбоку рельефный рисунок через трафарет. Все это также будет держать форму. Превосходно. Итак, только вот эти желтые цветы я окрашивала жирорастворимым красителем. Все остальные слева цветы после желтого я окрашивала водорастворимым гелевым красителем. Все держится превосходно и окрашивается очень равномерно. Теперь я хочу вам показать, как обойтись вот без такого переходника, сделать тройной цвет у цветка сразу. Для этого я сейчас беру насадку Сфера. Тоже большая насадка из этой же серии. Она продается везде, как правило, во всех кондитерских магазинах. Тоже, кто не умеет отсаживать цветы, ей можно пользоваться. 3 вот таких кондитерских мешка я беру. Вот этот переходник мы сейчас не используем, потому что далеко не у всех он есть. Я сейчас покажу, как без него сделать шикарный трехцветный цветок сразу. Я беру большой кондитерский мешок. И видите, крем, я туда кладу все эти 3 мешка уже с кремом. До конца крем я в них не довела. То есть я сейчас туда, по сути, видите, пустые окончания этих мешков туда я вложила. И только потом, когда они уже все встали у меня как нужно, я
нажимаю на крем, и он доходит до основания насадки. Видите, как получается? Все равномерно. Именно вот по такому принципу нужно делать. И теперь я вам покажу, какие сразу диковинные цветы получаются из этого крема очень быстро, без всякого навыка. То есть вот смотрите, шапочка у капкейка готова. Получается это очень быстро и без проблем. И даже без тройного этого переходника. Я вот хотела тоже вам это показать, потому что очень редко у кого он есть, этот переходник. Смотрите, какая структура у крема. Видите? Структура у крема очень бархатистая получается. Тонкие очень лепестки. Они гораздо тоньше, допустим, чем у белкового крема. Они тоньше получаются, чем у масляного крема на сгущенном молоке. Потому что я имею огромный опыт работы именно с масляным на сгущенном молоке креме. Они очень получаются воздушные, эти цветы, то есть они смотрятся очень естественно. И в принципе этот крем получается бюджетнее даже, чем масляный крем на сгущенном молоке, потому что сахарная пудра стоит дешевле гораздо, чем сгущенное молоко. И теперь вот из остатков крема, насадка у меня здесь роза скошенная, 2 сантиметра на выходе, я покажу вам, как делается роза из этого крема. Конечно же, эти цветы нужно замораживать, слегка хотя бы их охладить в морозилке, хотя бы полчаса, чтобы они схватились, и потом только переносить на торт. Я здесь просто показываю вам на кондитерском гвоздике, чтобы это было побыстрее. И для того, чтобы перенести их из холодильника на торт, мы сначала на кондитерский гвоздик, конечно же, кладем небольшой кусочек, такой листочек, именно бумаги для выпечки, пергамента, чтобы удобнее было переносить эти цветы. И роза получается сразу и великолепно, и с очень такими естественными лепестками. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И вот роза, смотрите, какие надорванные лепесточки, какие естественные сразу получаются из элементарнейшего, очень простого крема.